Привет, друзья! Рыболовный клуб Кричевичи в эфире. И как мы и обещали, мы начинаем выкладывать видео на рыболовную тематику. То, что вас интересует, вы пишете в своих комментариях. Мы, соответственно, прислушаемся к вашим комментариям и на эти темы мы делимся своим опытом, своими знаниями. Ну, если, конечно, вам они интересны и полезны. Почему это видео называется «Поводок за $500»? Все очень просто. На чемпионате мира в Сербии к одному из наших запасных подходили люди из других команд, я не буду называть, какая это была команда, и за тот поводок, на который мы ловим, и за нашу оснастку, чтобы он им просто показал, как это дело выглядит, они предлагали $500. Такая достаточно комическая ситуация. Сегодня бесплатно мы покажем то, что в теории, за что люди готовы были эти $500 платить. Итак, нам нужно как-то сделать, чтобы было видно стол. Итак, поехали. Вот у нас поводочный материал. Далее мы берем стопорок поплавочный, самый обычный поплавочный стопорок, обязательно минимального диаметра, чтобы он плотно сидел на нашем поводочном материале. Продеваем. После того, как мы продели, видно? Видно вроде. Мы делаем петлю. Петлю эту мы завязываем. Завязываем хорошо, тщательно, не спеша. Мы ее затягиваем. Лишнее убираем. Далее. Берем колечко. Берем колечко, продеваем его на этот наш поводочный материал. И завязываем. Вот таким вот образом один раз продеваем. Завязываем, но, внимание, до конца самого мы его сильно не затягиваем. Для того, чтобы оно двигалось при необходимости в ту и либо другую сторону. То есть мы его дотянем потом попозже. Так, теперь далее крючок. Берем крючок. Продеваем через него колечко. Вот мы продели колечко. С другой стороны мы этот поводочный материал запихиваем. И самым обычным способом, как мы обычно вяжем крючки, мы его завязываем. Значит, что нужно и что тут важно? Вот помните, когда вы его вяжете. В итоге, когда вы затянете этот поводок, у вас волос вот этот вот, он должен выходить из крючка, видно так, вот так вроде видно, четко посередине. Для того, чтобы он в итоге выходил посередине, вы же его затягивать будете, мы его ставим вот так немножко на бок. Ставим на бок и начинаем завязывать. 5 оборотов. Ну, если вы спросите, почему 5, я вам честно и откровенно отвечу, я не знаю, потому что мы просто так привыкли. Наверное, можно и 4, можно и 6, можно и 7. Механика работы поводка от этого, в общем, не должна поменяться. Затянули. И вот, все у нас готово. По нашему опыту, за то время, когда мы ловим, уже несколько лет достаточно успешно, ничего лучше для ловли карпа не существует, чем вот этот вот самый простой, самый обычный поводок с колечком. Без всяких термоусадок, без дополнительных всяких модных прибамбасов, которые в магазине еще и достаточно денег стоят. Все просто, очень простая снасть, очень легкая и, скажу вам честно и откровенно, самое уловистое из всего, что мы когда-либо пробовали. Далее все просто. Берем оснастку,
попап, половинка попапа, половинка бойла. Это дело мы все продеваем на волос. И в зависимости от того, какая вам нужна длина, есть самые разные стопорки. На рынке их можно купить, они есть удлиненные, есть обычные. Тут нам как бы удлиненный не нужен. Мы берем обычный. И фиксируем с одной стороны бойл. И с другой стороны мы его фиксируем вот этот вот поплавочным стопорочком. Вот что у нас в итоге получилось. Вот это вот колечко, помните, я говорил, что оно должно двигаться, да, чтобы его сразу сильно не затягивать. Мы ставим таким образом, чтобы оно было вот примерно на уровне цевья. На уровне, вернее, не цевья, но на уровне вот этого вот жала. Теперь момент, что очень важно в данном монтаже. Почему многие люди пробуют на него ловить и в итоге от него отказываются. Какое должно быть расстояние между бойлом и крючком? То есть кто-то его меряет вот так, кто-то его меряет вот так. А мерить его нужно вот таким вот способом. То есть крючок, бойл должен без проблем проходить вот тут вот возле крючка. Вот это расстояние должно быть от 1 до 2 мм. С учетом того, что в воде обычно ваш бойл, он немножко набирает в объеме и становится больше. То есть, если вы сделаете, к примеру, тут 1 мм, да, и бойл наберет воды чуть-чуть и станет больше, то крючок проходить не будет. В итоге вы с большой вероятностью получите сходы. Сходы нам не нужны, поэтому делаем примерно вот такое вот расстояние. Итак, поводки наши готовы. Теперь что на эти поводки мы можем прицепить? Если вы любите ловить с дна, и условия ловли такие, что вам лучше ловить с дна, то без проблем на этот поводок можно прицепить либо вареный бойл, либо растворимый бойл. В данный момент у нас растворимый бойл, мы его кидаем в воду. У нас, чтобы было лучше видно, немножко этот ящик под углом, поэтому он скатывается. И вот он у нас стоит в воде. Кстати, обратите внимание, хороший насадочный растворимый бойл должен начинать работать сразу же. Вот если, я не знаю, видно или не видно, вот он только попал в воду, он сразу, вот верхний слой, который есть на этом растворимом бойле, он начинает работать, сразу же опадает, какие-то маленькие частички всплывают вверх, другие частички, они ложатся вокруг бойлика. Если снасть нужна более легкая, то, соответственно, можно презентовать вашу оснастку вот таким вот способом. То есть у нас крючок лежит как бы на боку, а бойлик с попапом он у нас немножко приподнят. Но по нашей практике, наверное, в 70% случаев мы ловим вот на такую вот презентацию. Это когда у нас оснастка максимально легкая. Максимально. То есть крючок у нас стоит на жале. Вот, а бойлик с попапом тоже приподнят. То есть особенно при неактивной рыбе, которая не питается, которая где-то там проплывает, и вот она заинтересовалась вашей насадкой, она решила просто поинтересоваться, попробовать, что это такое. То есть совсем чуть-чуть он открыл рот, немножко попытался это всосать, и уже бойлик вместе с крючком оказывается у него во рту, именно из-за того, что эта оснастка максимально легкая. Знаете, я уже думал, что видео наше почти готово, и в последний момент вспомнил, что я забыл еще одну очень важную вещь, это длина поводка. Ведь, опять же, в комментариях к этому видео однозначно были бы вопросы по поводу длины. Вспоминается ситуация из Деседы, когда одна из команд подошла к нашему тренеру и спросила, почему у вас такие поводки короткие. Тренер у нас человек с юмором, и он честно и откровенно ответил, что страна у нас бедная, на всю сборную выделили всего одну бобину, поэтому приходится экономить. Если серьезно, то перед соревнованием мы никогда вот тут вот не завязываем сразу длину. Мы делаем поводки 15-20 сантиметров, приезжая на водоем, в зависимости от водоема, от условий ловли, мы закидываем один поводок длиннее, один короче, и таким образом мы очень быстро разбираемся, какая длина нужна именно здесь, в данную погоду, в данном водоеме, при этих условиях ловли. Что и я призываю сделать вас. Если вам кто-то говорит, что в илу должен быть длинный поводок,
а вот на твердом должен быть короткий поводок. Нету в карпфишинге ни догм, ни постулатов. Пробуйте. Не нужно никому верить, даже мне не нужно верить, возьмите и просто попробуйте, работает этот поводок или не работает. Возьмите свой, возьмите этот, и в итоге вы посмотрите, что у вас работает лучше. Далее, что мы использовали? Опять же, предвидя вопросы в комментариях, крючки у нас сегодня мы вязали вот эти вот PB Jungle. Мы обычно пользуемся либо ими, либо крючки от Carp Spirit, они вот так вот выглядят. Поводочный материал у нас Corda Natural. Причем, поймите, это не реклама. То есть мы не торгуем ни PB, ни Carp Spirit, ни кордой. То есть это то, что мы используем, и те материалы, которые на сегодняшний день, как мы считаем, есть одними из лучших на рынке. Если мы найдем что-то лучше, мы перейдем на другие крючки, мы перейдем на другой поводочный материал. Ну и в завершение, друзья, мне хотелось бы, чтобы у нас с вами была какая-то обратная связь. То есть я честно и откровенно рассказал, на что ловим мы. Расскажите нам в комментариях, на что ловите вы. Просто вот есть комментарии, напишите крючки такие-то, поводочный материал такой-то. Если это видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И, кстати, помните, вот этот вот поводок, это поводок на карпа. Если в водоеме много амура, и если основная цель у вас не карп, а амур, поводок лучше вязать другой, но об этом мы поговорим уже в следующем нашем видео. Всем быстрого межсезонья, всем пока!